Всем привет, дорогие зрители и подписчики канала Лесной Строитель. Меня зовут Алексей, и сегодня мы с вами отправляемся в каменный дом, который находится на берегу реки Волга. Пройти мне нужно примерно где-то километра полтора. В каменном доме я не был уже 4 месяца, и что там, неизвестно. В общем, садитесь поудобнее, желаю вам приятного просмотра, погнали! Немного такой затхлый запах, сыростью, что ли, влажностью пахнет. Видимо, печку давно здесь не топили. И как раз хорошо, что сегодня я приехал, я ее протоплю. Давайте, наверное, прежде чем разгружаться, раскладывать вещи, посмотрим вообще, были ли здесь гости. И как часто они здесь были. Мне на самом деле очень интересно это. Потому что данное строение восстанавливалось в первую очередь не для меня, а именно для того, чтобы сюда приходили люди. От 8 мая запись, 8 и 9 мая Саня и Саня. Благодарим лесного строителя за данную постройку. Она согрела нас в первую ночь кругосветки. Желаем удачи и творческих свершений. Всех с праздником. Первый день лета приобрели каяк и решили доплыть до острова напротив каменного дома. Но все пошло не по плану. Мы перевернулись 3 раза и были насквозь мокрые. Доплыли до домика и согрелись в нем заодно, просушив вещи у костра. Спасибо Алексею, Сергею и Евгению за реставрацию такого строения. С уважением, Андрей с канала «Будни путешественники». Привет тебе, Андрей, и спасибо, что приходил в гости. 7 июня. Привет всем от речного путника. Удачи каждому и сохраните это пристанище. Вот так вот. То есть кто-то мимо проходил, просто зашел, отдохнул и поплыл дальше. Также 7 июня. Привет от Ивана и Стаса. Приплыли сюда на лодке с дачи Лбища. Сохраните этот дом, а то я его еще разрушенным видел. И вот такой сейчас он стал. Здравствуйте, Станислав Радалат, 9 июня. Обалдеть уже, это какая запись по счетам. 12 июня. Здравствуйте, мы были на рыбалке и зашли проверить домик. Классный, очень уютно. Спасибо за ваш труд, Вадим. 9 лет, Вика 6 лет. Вот, даже дети отмечаются. Класс вообще. Сердечки нарисовали здесь.
Форест Панк, кстати, Андрей, да, когда он приезжал сюда в Самару к нам в гости, я ему это строение показывал. В рамках своего путешествия по Самарской области посетил этот чудесный каменный дом. Первые впечатления крайне положительные. Хочется остаться тут на пару дней. Наслаждался видами Волги, но путь зовет дальше. Форест Панк Андрей. И последняя запись, которая здесь есть в тетрадке, 12 июня. То есть очень странно, да, июль и август никто не заходил, либо никто не записывался. Да, с другой стороны, летом зачем сюда заходить, когда уже совсем тепло? Лучше там загорать где-нибудь на берегу Волги. У нас очень много красивых пляжей песчаных, поэтому приглашаю вас в гости, кстати говоря, к нам в Самару летом. Летом здесь очень классно у нас. 12 июня Дима и Аил были здесь. Очень стало хорошо. Все, кто прочитает, берегите это место. Ну, почерк немного неразборчивый. В любом случае, всем спасибо за эти записи. Каждая запись оставляет неизгладимый след в моем сердце. Честно, говорю честно, как есть. Потому что, когда мы восстанавливали все втроем этот домик, лично я очень надеялся на то, что сюда будут приходить люди, оставлять записи, отдыхать, хорошенько проводить время, рыбаки будут рыбачить, ну и будут следить, сохранять это строение как можно дольше. В общем, настроение просто на максимуме, мотивация супер отличная. И давайте расскажу, что же сегодня по плану. В первую очередь, конечно же, нужно здесь навести порядок, все вытряхнуть, подмести, убраться немножко, все в крошках непонятных каких-то, в мусоре, в грязи. Но еще более-менее прилично, тем не менее, хотелось бы, чтобы здесь было прям идеально чисто. Взял с собой краску белую фасадную и хочу еще обновить домик снаружи, покрасив его в белый цвет. Если здесь есть колер, то тогда будет не белый, а чуть темный. Я просто не помню, мы его здесь оставляли, но остался ли он или нет, я не знаю. Если он остался, то хорошо. Я как раз таки обновлю фасад дома. Ну, либо он будет белым, либо, если есть колер, то будет немножко темным, сероватым. Ну и, конечно же, надо будет вечером набрать дровишек немножко. Здесь их уже маловато. Заготовить для будущих путников, в том числе и для себя в первую очередь. Убраться там, снаружи помещения, где костровое место. Вечером, может быть, удастся порыбачить. Если даже не вечером, так завтра посмотрим, с утречка еще. В общем, я думаю, у меня будут классные выходные здесь. Сегодня и завтра. И надеюсь, что вам тоже будет очень классно вместе со мной. Летом нам хочется объять необъятное. У меня прям насыщенно проходят эти месяцы. Помню, когда был школьником, то не хотелось окончания лета, так как это сразу означало, что нужно возвращаться в школу. Сейчас же, во взрослой жизни, когда лето подходит к концу, приходит понимание, что беззаботное время в лесах кончается, и впереди рутина по дому, так как время больше провожу дома. С другой стороны, есть и свои плюсы. Сейчас, например, на Авито с 11 августа по 7 сентября проходит хватамба. Если вы еще про нее не знаете, то расскажу подробнее. Дело в том, что на этой хватамбе вы можете найти дорогие для меня вещи. Да-да, представляете? Например, там я опубликовал некоторые товары, которые помогли мне во время строительства дома под землей. А уж этот проект многим в свое время зашел. Грелка каталитическая так вообще года 3 со мной зимой в походы ходила. Также на Хватамбе можно найти личные вещи от разных популярных блогеров в других категориях со скидками. Думаю, не стоит упускать такую возможность. Поэтому я оставлю ссылочку, и весь список моих товаров вы там с легкостью найдете. Успейте отхватить себе что-то с хорошей историей.
заселение в дом состоялось. Так как гостей я особо не жду, ну, если кто-то придет, то, конечно, место спальное готов освободить, соседнее, второе. Но я думаю, вряд ли кто-то придет, поэтому сегодня здесь мои вещи будут лежать на втором лежаке. Так, по дровишкам пробежаться надо, наверное, дровишек по-быстрому пильнуть, пока еще светло. А то хоть и лето, а темнеет уже достаточно рано. Где-то через пару часов уже начнет темнеть, поэтому дрова надо по-быстренькому напилить. Ну все, дровишки заготовил. Я думаю, мне на ночь хватит. Там еще и большие полежки есть. Немножко сейчас вышел, так сказать, перекурить, отдохнуть. И не зря вышел. Мне чем вот нравится это место, что здесь постоянно по реке ходят какие-то большегрузы. Сейчас я вам покажу, что сейчас по реке проходит, проплывает мимо меня. Интересно, какие волны сейчас от нее будут. От этой баржи или что это такое.
Прет прям дуром. ОТ 2412. Номер баржи вот этой вот. Тягача, толкача, не знаю, как просто правильно назвать. Я в судовой технике не разбираюсь. Я не знаю, это вот как божий промысел, ну как правильно сформулировать эту мысль. Какая-то удача, наверное, большая, что мы с Женьком в свое время, проплывая на байдарке, остановились здесь. То есть, я увидел это место, и мы его нашли. То есть, если бы его не было в списке, да, моих проектов, скажем так, точнее наших отчасти, потому что, каменный дом и дом под землей — это все-таки общие проекты с парнями. Если бы не было каменного дома, то было бы очень грустно. Хорошее местечко. Повторюсь, те, кто хотят посетить его, приезжайте, посещайте, топите печку, отдыхайте. Главное, единственное, за собой порядок оставляйте, это одно единственное требование, все. Меня удивляет, что год прошел, и до сих пор здесь все достаточно чисто. То есть эксперимент такой социальный, если вы помните, я говорил об этом, удается. Социальный эксперимент удается. Если место прибрать, очистить, то люди будут приходить, видеть, что она хорошая, чистенькая, и не будут, грубо говоря, в нем, простите меня за выражение, срать. Гадить, ладно, вот так вот. Вот. Это великолепно. Просто надо каждому с себя начать, и давайте вместе это делать. Если каждый из нас будет хотя бы не бросать фантик там на дороге, в лесу, еще где-то там из машины, там бычок, окурок. Просто донесите мусор до мусорки, все. И вот если каждый будет делать хотя бы вот по чуть-чуть, то я уверен, что станет намного чище. Вот. Так что, да, такая вот у меня философская мысль сейчас посетила. Давайте беречь природу, давайте соблюдать чистоту, порядок и уважать чужой труд в том числе. Нашел колер здесь, не поверите, целый. Прям вот флакончик 100 миллилитров здесь. Я думаю, где-то, наверное, треть добавить, и будет цвет краски практически точно такой же, как сейчас уже и есть у дома. То есть, по сути, задача просто обновить цвет фасада. Он немножко со временем выгорает, плюс были где-то не прокрасы, плюс ко всему были косяки по прокрасам. То есть мы красили в несколько заходов, потому что привозили краски по-моему, 3, что ли, литра 2 раза. Короче говоря, первый раз не хватило, мы с колером смешали, покрасили. Краски не хватило. В следующий раз приезжаем с серым, опять колируем, и цвет уже все равно немножко отличается. В этот раз у меня банка краски 8-литровая, и я думаю, хотя бы на переднюю стену, и одну боковую точно должно хватить. Следовательно, если будет отличаться какая-то стена, то одна единственная. Может быть, вообще на весь дом хватит. Я постараюсь экономить, посмотрим, как пойдет. В общем, сейчас добавляю колер в краску и покрашу дом снаружи, чтобы он был к зиме готов, чтобы он был красивый, и чтобы люди сюда приходили и радовались, посещая это местечко. Вот. Все, смешиваю колер. И иду красить. Время 6, где-то через часа полтора уже стемнеть начнет. Я надеюсь, что успею покрасить до темноты. Насчет рыбалки не знаю. Да и если что, с утра пойду завтра позакидываю спиннинг. У меня такой горящий прям вот рыбалки в моей голове нету, что прям срочно рыбачить. Я все равно ничего не поймаю. Сразу говорю. Я на спиннинг сколько не пытался у нас ловить. Может быть, места не те были. Может быть, руки из одного места растут. Короче говоря, не получается у меня. Цвет, конечно, немножко отличается.
чем тот, который был. Но, повторюсь, самая главная задача, чтобы вот эти все непрокрасы и прокрасы разным цветом ушли. Ну и вообще, в принципе, освежить фасад домика, чтобы он был посвежее, красивее, бодрее, ну и вообще привлекательнее. Отлично. Пригрел, так сказать, змею у себя за спиной, около костра. Сижу и наслаждаюсь вот этими вот пейзажами сумасшедшими. Все дела сделал, дом покрасил, теперь я доволен. Дом стал покрашен полностью в один цвет, в один тон. Никаких непрокрасов нет, меня это очень радует. И я думаю, может быть, когда-нибудь в следующий раз, не знаю когда, ну, можно будет еще изнутри дом тоже пройтись, все стены белым цветом, чтобы тоже непрокрасов не было, чтобы все было аккуратненько. На ужин у меня сегодня будет картошка с луком. Вообще дома я купил вчера такой хороший кусок бекона с сальцом и, естественно, оставил его в холодильнике. То есть я должен был его взять и приготовить картошку на шкварках. Вот, но так как я забыл, то у меня сегодня просто, к сожалению, картошка с луком. Ну вот.
Я думаю, тут не надо ничего объяснять, как ее готовить. Нарезать лук, как вы хотите. Кто-то любит побольше куски, кто-то поменьше. Кольца, либо полукольца, либо четвертинки колец. И, соответственно, с картошкой то же самое. И все это дело просто обжарить на сковороде. Печка, конечно, не очень продумана с точки зрения готовки. То есть тут нет варочной поверхности. Но, так как у меня сковородка достаточно небольшая, вот эту я уже попробовал, она не встает в печь, точнее она встает, но впритык. Не получится дрова подкладывать. Короче говоря, я буду жарить на своей походной сковороде. Сейчас я покажу, вот она, вот такая небольшая, маленькая. Она в печку спокойно встанет, ну и как-то уж выйду из положения. Лучок подрумянился, и можно уже добавлять картошечку. Я ее нарезал полосками, длинными, тонкими. Сейчас она ужарится. Ну, как раз у меня будет прям такая хорошая порция картошки с луком. Посолю, наверное, чуть попозже. Кстати, у меня есть приправа чеснок сушеный. Вот такой вот чеснок сушеный у меня есть. И соль. Соль прованская, то есть там с травками, с какими-то разными разнотравием. В общем, попробую сейчас картошечку. Хочу заметить сразу, что эту картошку я покупал в близлежащей деревне у местных. Поэтому я думаю, что вкус в любом случае мне понравится. То есть это не магазинная картошка, а домашняя, выращенная в огороде. Ну что, пробуем. Угу. Офигенно. Зачетно вообще. Шкварочек бы, конечно, из сала. Было бы вообще здорово. Но и так великолепно. Уже хотел спать ложиться и вспомнил, что у меня целый пакет печенья овсяное. По тому же принципу, кстати, чайник вскипятил. Ковшик поставил прям внутрь печки. Нормально все. У меня вода закипела. Так что, да, конечно, не очень удобно на этой печке готовить, воду греть. Но в целом как-то выйти из положения можно. А по сути дела, основная задача печки — это приносить тепло в дом.
Сейчас стало тепло, как видите, я уже разделся. Доволен, очень доволен сегодняшней поездкой, сегодняшним приездом сюда. Единственное, мне немножко мозолит глаз вот эти вот стены. Непрокрасы, какие-то пятна, еще что-то. Короче говоря, нет ухоженности внутри. Это прям бросается в глаза. Пена вон там, да, где деревья. Ну, пена, ладно, как бы она не критичная, ее особо и не скроешь. Ну, можно какими-то деревяшечками закрыть, декоративными. Ну, кстати, можно заморочиться на самом деле. Тут не так много таких дощечек надо будет. Может, действительно это и сделаю как-нибудь, почему бы и нет. По принципу бани, дома, как, ну, в доме по земле, как я обшивал, взять не вагонку, а доски и прям вот по размерам подгонять и обшивать. И пены видно не будет. Ну, кстати, хорошая идея. Можно будет заморочиться. И плюс ко всему стены все покрасить белым. Прям взять такую же банку краски белой, и ее точно хватит, чтобы внутри сделать здесь все красиво. Вот. Так что вот, как минимум, еще одна идея доведения до красоты, до идеального состояния помещения. Доски, закрыть пену и покрасить все стены. Просыпаюсь, выхожу, да, сюда, и народу, рыбаков просто немерено. Прям вокруг домика. Раз, два, три, 4 лодки стоят, и еще там, я не знаю, лодок 10, наверное. Прям очень много сегодня. Сделал специальный якорь себе с помощью камня и веревки. Я думаю, будет этого более чем достаточно, чтобы идти вдоль берега, периодически делать остановки и ну, попробовать побросать спиннинг. То есть мне где-то часа 2 на это будет. Конечно же, хотелось бы остаться здесь на больший период времени, но, к сожалению, это невозможно. Я и так в августе месяце, ну, кое-как урвал момент, несколько моментов, чтобы снять, получается, это уже 3-й видеоролик в этом месяце. Дело в том, что у меня сын старший идет в школу, и у нас полным ходом шла подготовка к тому, чтобы пойти в школу. Во-первых, это касалось перестановок мебели в квартире. Организовали рабочее пространство будущему ученику. Во-вторых, это касалось вообще всех остальных подготовительных работ, то есть там тетрадки всякие, закупки вот этих вот принадлежностей, одежду, примерки. Короче говоря, весь август был такой дурдомный. Ну, не весь прям, а середина, наверное, месяца. Кое-как урвал момент, чтобы съездить в дом под землей. Кое-как урвал момент, чтобы сейчас вырваться сюда в каменный дом. Надеюсь, в сентябре, там где-нибудь в октябре чуть-чуть все устаканится, будет немного попроще и будет возможность снимать видеоролики почаще. В любом случае, вам спасибо огромное, что вы посмотрели этот ролик до конца. Ставьте лайки, если вам он понравился. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Пишите обязательно комментарии под этим видео. И если вдруг кому-то не понравился видеоролик, то, конечно, можете себе не отказывать в удовольствии и поставить дизлайк. До скорой встречи. Это был канал Лесной Строитель. Всем пока-пока.